Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема сегодняшнего расклада. Как он будет действовать в вашу сторону? Посмотрим сейчас, все рассмотрим, подумайте о мужчине, а мы начнем, конечно же, с его характеристики. Как же он все-таки будет действовать и будет ли вообще? Это тоже очень важно. Почему? Потому что бывает такое, что партнер просто боится проявиться. И вот мы рассмотрим причины, почему же он боится. Как же вы его так сильно напугали? Так, смотрим. Работает с нами сегодня колода Санта Мерта. Давно я ею не пользовалась. Ну и ой, плачет, страдает. Прям сидит, вспоминает, что было между вами, как же ему было хорошо, как вы улыбались, как вы шутили, как вы его там развлекали, да, а он это недооценил. Теперь сидит такой, как брошенный котенок, и жалеет, что упустил такую удачу. Еще. Ну да, женщина-то ценная. Он надеялся на то, что вы будете его возвращать, добиваться его внимания, что вы будете как-то проявляться, а вы нет, вы так взяли лестницу и пошла дальше по жизни, да, высоко подняв голову, и не стала вообще не возвращать, не выяснять отношения. Слушайте, вообще вам как будто бы, да, стало все равно на этого человека. А мужчина не ожидал такой реакции. Что дальше? Ну да, отсекли вот прям. Меч взяла и говорит, ну все, был опыт, есть опыт, поняла, приняла, осознала ошибки. Идем дальше, как говорится. Ну да. Угу. Туз жезлов. Но здесь мужчина не ожидал такого вашего поведения. Вы знаете, как говорится, когда вы были возле него, он это не ценил, а потерял, теперь плачет, сидит, да? Как же я такую женщину потерял? Не может найти вам замену, не может на самом деле ни на кого смотреть, вообще не может ни на что переключиться. То есть только вы для него, вот эта ценность, то, что дарило ему радость, то, что дарило ему уверенность в завтрашнем дне, стабильность в конце концов, прочность. Это, знаете, вот когда человек уверен в женщине. Я не жду от нее подвоха, я знаю, что она меня любит, например, да, я уверен в ее чувствах. А ведь это, между прочим, не в каждых отношениях можно найти. Когда ты уверен в своей второй половинке, да это дар. Когда ты можешь доверять как себе. И он это прекрасно понял. Но понял тогда, когда вы ушли. Все. Поменяли направление. Если раньше вы на него смотрели, теперь вы на других смотрите. Он пытается тут работой отвлечься, он пытается как-то переключиться. Ничего у него не получается. Вот что с ним происходит сейчас. А ну-ка. У меня тут интересная такая колода. Так четко говорит, обожаю. Вот прям, знаете, решила она поговорить. Хорошо, что сейчас прям между вами? А между прочим, женщина-то тут заслужила отношения, стабильности. Она заслужила, чтобы мужчина доказывал свою любовь, чтобы вкладывался в отношения, чтобы проработал эти отношения. Здесь очень много женщина сделала. Ну да. Угу. Холодные, отстраненные. Ну, понял со временем. Здесь, понимаете, у нас мужчина, король мечей. А это говорит о том, что он пытался все контролировать, и вроде у него все же было под контролем, да? И вроде бы как бы он и руководил-то отношениями, но он не просчитал, что женщины может кончиться терпение. Ну да, да, что между вами? Шанс потерял, возможность. Смотрите, здесь туз жезлов, да, реализовать какую-то идею, реализовать мечты, да, туз пентаклей, создать что-то важное. Ну, конечно. Ага, ага, шестерка пентаклей. Ой-ой. Ушла женщина от него. Освободилась. Освободилась.
Элемент огня. Приняла решение очень быстро. Очень быстро, безразговорочно. То есть она устала. Его перевоспитывать она устала. Доносить до него, может быть, да, свои желания, потребности. Здесь мужчина пытался манипулировать. Здесь мужчина пытался управлять. Считал, что женщина в его власти, он может держать ее вот так, да, в кулаке. Но нет. Женщина пока говорит и ругается, она дорожит отношениями. Но если она замолчала, развернулась, ушла, ее очень тяжело вернуть. Ну да, женщина освободилась, пошла в новое. Все. Вы сейчас, в данный момент, каждый занимается своими делами. Но мужчина сейчас, в данный момент, четко осознает, что, скорее всего, во-первых, вы не вернетесь, и если он захочет вернуть отношения, действовать нужно только ему. То есть только он может спасти эти отношения, только он может что-то изменить. Только он сможет вас вернуть. Но для этого ему нужно проявиться, ему нужно действовать, ему нужно активно себя вести. Давайте смотреть тогда его реальные действия. Его реальные действия в вашу сторону. Его реальные действия в вашу сторону. Загадайте сроки, если для вас это актуально. Шестерка мечей. Угу. Ой, будет действовать, будет, да еще как. Вы знаете, сейчас вот копается в себе, копается, страдает, переживает, думает, что он вообще тут жертва обстоятельств, что судьба так к нему несправедлива. Но здесь вообще мужчина любитель себя пожалеть, оправдать, кстати, да. А могла бы подождать, а вот если бы любила, скорее всего, поняла бы меня. Да здесь женщина здесь и так много понимает. И много, как говорится, шансов ему давала. Но мужчина здесь четко понимает, что если он так и будет дальше продолжать себя жалеть, ничего в жизни не произойдет. Поэтому соберется, сядет в свою машину или в лодку, там куда, на коня, на осла, прибежит. Прибежит конкретно. В автобус забежит в первый попавшийся. Здесь мужчина переступает через свои страхи. Идет с чувством вины. То есть не просто он пришел, а он придет с осознанным чувством вины. То есть ты моя звезда. И понял он это в паузе, когда, оказывается, он может-то вас потерять, а он-то об этом не думал. Ну, конечно, зависим он от вас, его действия. Хочу вернуть, хочу исцелить ситуацию, хочу, конечно, исполнить ее мечты, фантазии, хочу все-таки реализовать в этих отношениях то, что мы не смогли сделать по его же вине. Конечно, по его вине, потому что мужчина сбежал. Мужчина сбежал, он не смог просто взять на себя эту ответственность или просто капризничал. Думал, что ему все так с рук сойдет, опять на все глаза закроют, опять ему дадут еще один шанс подумать, еще там 20 шансов прийти в себя. Будет действовать. Вы знаете, здесь новости летят в первую очередь. Новости о том, что я еду. То есть он не просто там звонит и там «Привет, как дела?» Нет. Я еду, мне надо поговорить, мне надо прояснить ситуацию. Больше идет он для того, чтобы прояснить ситуацию. Ждете, не ждете, хотите, не хотите, нужен, не нужен. Да? В первую очередь его будет волновать именно этот вопрос. Но мужчина, честно могу сказать, от души будет говорить то, что он раскаивается в том, что он так себя вел. Почему? Потому что здесь пришло некое осознание, что я совершил ошибку, что я где-то оступился. Господи, все карты повыскакивали. Вы посмотрите, как он волнуется. А мужчина-то на самом деле волнуется. Буду собирать. И не просто волнуется, а переживает вообще, не потерял ли он столько времени, что его теперь вообще уже никто никуда не примет. Смотрите, карты какие у меня упали, да? Пятерка пентаклей – это потеря, да? Трансформация, что вы уже все ушли, все. Вы восстановились, забыли его, что у вас уже какие-то новые идеи, какие-то новые планы, какие-то новые интересы, в которые вы вкладываетесь. То есть, понимаете, вы его похоронили заживо при том. Да еще по его башке прошлись, да?
То есть по всем мыслям и в подсознание залезли и так далее. Ой, мужчина страдает здесь, ой, страдает. Но заставили вы его включить голову, подумать совершенно в другом направлении. Ну хорошо, ладно. А какие чувства у тебя к этой женщине? Ну-ка, чувства, чувства. Мы еще вернемся. Ой, любит, ну смотрите. Моя королева кубков, моя любимая, моя желанная богиня, говорит, наполнила меня чувствами, заставила страдать. Я же говорю, прошлась по голове, потопталась, а выйти оттуда так и не смогла. Ну, конечно, сила, здесь и сексуальное влечение, сила, страсть, желание. Ну вот, подвесили вы его, все. Ой, не могу. Ну, конечно, смотрите. Похоронили заживо, я же говорю, все карты проигрываются. Любовь есть, чувство есть, желание есть, но осознание того, что я могу ее не вернуть, его очень сильно пугает. То есть, видите, смотрите, вот эта вот карта, когда он рефлексировал, да, когда он думал, когда он все взвешивал за и против, когда он вспоминал в одиночестве, да, что было между вами, как вы к нему относились, что вы ему давали в отношениях, что он испытывал, какие чувства он испытывал. А он очень много думал над тем, как ему было рядом с вами, какие эмоции брали верх над ним. И он понял, что это очень позитивные эмоции. Это эмоции, которые наполняли, которые радовали, вдохновляли. Это, знаете, бывает такое, что легко общаемся, легко как-то взаимодействуем, легко находим общий язык, там в интиме очень все хорошо, полная совместимость. Бывает такое, что у людей есть полная совместимость, но мужчина это не оценил. Не оценил. Почему? Да потому что на самом деле он думал, что у него так будет со всеми. Или что он очень может легко как-то заменить это. Или он никогда этого не потеряет. Вот это вот самое большое заблуждение многих-многих мужчин. Я никогда ее не потеряю, раз она влюбилась, она моя, она будет под меня подстраиваться и так далее. Но дело в том, что мужчина потерял вас. Ну, конкретно потерял. Ну-ка. Давайте еще раз. Действия. Действия. Какие действия предпримет мужчина? Ну, посмотрим, да, как он все-таки появится, проявится. Ой, прям по дьяволу идет. Ну что, дорогая, ждала? Ой, вначале, конечно же, будет вас интриговать, честно скажу. Но и здесь у нас, видите, как проигрывается, да? То есть он звонит, я приеду, надо поговорить. О чем? Мне надо что-то объяснить, мне надо что-то рассказать. То есть он интригует женщину, оставляет ее в каком-то недоумении, да? Недосказанности. Вроде как позвонил, для чего непонятно, договорим, когда встретимся. То есть женщина находится в таком ожидании. Начинает себя накручивать, начинает о нем вспоминать, кстати, между прочим, вспоминать, что было. То есть пока он появится, она уже такая подготовленная, такая горяченькая, вспомнила, какие эмоции были, взяли они над ней уже вверх. Ой, мужчина. Ну, дальше, я же говорю, по дьяволу идет, по луне. Вот загоняет, он у вас вообще какой-то манипулятор, психолог очень хороший. Конечно, попасть в его ловушку очень легко. Но управлять им не каждая может. А вот вы смогли. И он это понял, что здесь победитель-то вы. Угу, туз жезлов. Ну, что я говорю, прежде чем конкретно появиться, он вас заинтригует. Вот она, луна, заставит вас вызвать эмоции, вспомнить, что было между вами. Двойка жезлов. Двойка жезлов – это, знаете, закинуть удочку. То есть я звоню, говорю, что еду. Или нам надо поговорить, но не разговариваю сразу. То есть оставляю в неком ожидании. Луна, кстати, это болезненное ожидание. Что же будет? Угу. А вот что будет.
Вы знаете, придет, если честно, вот если вы его примете, дадите шанс или там дождетесь, будет честно признаваться, что вы лучшая женщина в его жизни, что терять вас не хочет, что вы императрица для него, что он готов стараться, вкладываться, меняться в конце концов, что-то предпринимать, что-то может даже изменить в себе, уступить вам в чем-то. Угу. Да, здесь человек как будто бы будет четко проговаривать то, на что он готов. А этот мужчина, он не всегда обещает вещи, на которые он, может быть, не готов на данный момент. Нет. И к чему приведут его действия? Ну-ка. Ну, исполнение мечты, фантазии, да, десятка здесь. Новое, новое. Новое направление в вашей жизни будет здесь. Вы посмотрите на него совершенно другими глазами. Ну да, поймете, что любит. По крайней мере, поймете, что любит. Кстати, вот это 5-й старший аркан. Книга будущего, да, как она называется. То есть вас ждет будущее. То есть книга судьбы, вот, книга судьбы, где вы прописаны уже как пара. И вы это поймете. 8 жезлов, видите? 8 огня. Движение, вот здесь движение. То есть мужчина все-таки признается вам и в чувствах, и в планах, и в том, что он мечтает о вас, и насколько сильно он вас любит, и что бы он хотел вам предложить, и какие отношения он сейчас ищет, и на какие отношения он готов. Будут действия, да еще какие. Кстати, давайте посмотрим. А будете ли вы счастливы после его действий? Вот сразу ли он начнет реализацию своих слов? Потому что я вижу, что здесь есть четкое осознание, что мы по судьбе и что мы должны быть друг с другом. Так. Будете ли вы счастливы после его действий? Чуть-чуть придется, конечно, подождать. Здесь у мужчины какая-то проблема есть, которую он не решил. Вы будете только счастливы тогда, когда он уже конкретно реализует то, что он сказал. Пока он обещает, пока он говорит, вы находитесь в неком напряжении. Доверять вы ему не собираетесь. То есть, если раньше бы вы раскрылись в чувствах, в эмоциях, как бы сразу бы растворились, поверили бы и доверились, да, то сейчас вы будете контролировать весь процесс, вы будете смотреть за его поступками, как он будет вкладываться, что он для вас будет делать. И вообще, в принципе, да, как быстро все это будет происходить. И счастливы вы будете, то есть раскроетесь вы только тогда, когда мужчина вам даст желаемого. Да, он будет стараться, да, он будет прилагать усилия, но, по вашему мнению, это будет немножко медленно, не так, как вы хотели. Поэтому вы будете его подталкивать, напоминать, еще как бы его пугать, а он на самом деле будет бояться, что вот вы возьмете и откажетесь от него, или возьмете и уйдете. И к чему все это приведет все-таки? Но все-таки, да, он идет у нас в короля Пентакли, идет. Ой, идет в семью 10 пентаклей, да, говорится о том, что все решился, переступил через страхи, через опасения, идет, выходит на новый уровень и все-таки решается взять ответственность за ваши отношения и все-таки дает вам возможность изменить и мнение о нем, и поверить, и вызовет заново доверие. И самым интересным способом, что именно поступками докажет, что он повзрослел, что он осознал, и что он очень сильно в вас влюблен. А вам что нужно делать? Ну, вы будете давить на него. Давить вы по-любому будете, потому что вы будете видеть, что через страхи он идет, вот знаете, очень напряженно, через силу, да? Что вам делать? А вам верить, что вам по судьбе
что вы все равно друг с другом будете, по-любому, что ваша жизнь меняется, что вы выходите из тупика, что вы все-таки идете строить и реализовывать совместные планы. Кстати, мужчина здесь конкретно вам предлагает руку и сердце по юстиции. Выход из тупика, меняется судьба, и мужчина протягивает вам кольцо. Ну что, пусть так и будет, я очень рада за вас. Напишите мне потом в комментариях, как проигрался этот расклад именно с вами. Мужчина здесь на подходе, ждите. Ох, тяжело созревает, очень тяжело, но ничего, вы своего добились. Пока-пока.